Добрый день, дамы и господа. В этом видео мы хотели бы поделиться с вами секретами, которые позволяют расширить полосу измерения существующих систем. На этом видео вы видите систему измерения параметров антенн до 26 ГГц. Обычно у нас передающая антенна стоит на триподе, видим слева вот здесь. Желтенький квадратик — это апертура антенны Double Reached Horn. Эта же антенна находится на приемной части. Как видим, тут линза и двухреберный волновод. Эта антенна работает до 40 ГГц. Для измерения ее параметров на передающей части измерение проходит во временной области. У нас короткий сигнал излучается, там стоит головка генератора, коротким кабелем соединяемый с антенной. А приемная часть состоит из смесителя, который подключается к выходу антенны на приеме. Вместо нее можно поставить другую антенну, измеряемую антенну на тест. И методы сравнения этих антенн позволяют говорить о характеристиках такой антенны. Обычно у нас этот смеситель расположен внизу. Сейчас я вам покажу. Он стоит внизу, подключается через вращающееся соединение вот этим длинным кабелем, который проходит через пилон, соединяется с антенной. И у нас никакого вращения кабеля от антенны до смесителя не происходит, но тракт довольно длинный, то есть с выхода антенны проходит через вращающее соединение внизу, потом выходит возле здесь пола, и там внизу смеситель расположен. Схему измерения я вам могу показать, она описана в инструкции по инсталляции аппаратуры. По-английски это Hardware Installation Manual Time Domain Antenna Measurement System. В этой инструкции подробно описано, как собирать систему, начиная от того, как разбирать трипод, прикручивать генераторы к кронштейну, который ставится на трипод, сверху ставится трехосная головка, на которую закрепляется антенна. Вот это наша антенна Double Reached Horn, тут до 26 ГГц, но она может быть и до 40 разработана. И передающая антенна представляет собой трипод с генератором. Вот тут генератор. Так, куда-то мы убежали. Извините. Так, вот генератор. Головка генератора и вот короткий кабелек на вход антенны. То есть здесь короткий сигнал 30 пикосекундной длительностью передается на антенну. Сигнал длительностью 30 пикосекунд. Ах ты, не помещается. 30 ps. Вот. У этого сигнала, соответственно, вот такой вот спектр спадающий. Если мы здесь нарисуем ось на оси координат частоту, а здесь спектральную плотность, спектр, то у нее почти от постоянного, можно сказать, то есть эта антенна работает от 2 ГГц до 40 ГГц, но спектр имеет такую характеристику. С спаданием уровня спектра на 40 ГГц почти на 30 дБ. То есть относительно вот того максимума здесь мы имеем 30 дБ затухание. Если здесь 0 дБ, единица вот на этом уровне. Вот, значит, мы не хотим носить дополнительные потери. Поэтому что мы можем сделать, чтобы улучшить эту характеристику? Вот здесь я показываю диаграмму наших стандартных измерений до 26 ГГц. То есть у нас передающая антенна с излучением короткого сигнала, вот здесь вот короткий сигнал излучается. Здесь на приеме мы имеем такой же сигнал, но после того, когда он прошел через длинный кабель и через наше вращающееся соединение, он, может быть, изменил свою частотную характеристику.
и его спектр из какого-то вот такого мог стать вот такой какой-то. Мы не хотим это, дополнительные потери спектра на 40 ГГц, потому что в таком случае, если мы здесь 40 ГГц могли мерить на уровне минус 30 дБ, то здесь уже может быть с дополнительными этими потерями может быть и 60 дБ. Нам это не интересно. Что мы придумали? Мы придумали, что этот смеситель, для того, чтобы убрать этот кусок тракта, смеситель мы помещаем сюда вверх. И передаем выход антенны, подключаем к смесителю коротким кабелем. Вот мы можем посмотреть, как это выглядит здесь. Вот у нас смеситель расположен на пилоне. Коротким кабелем на вход смесителя подается сигнал высокочастотный. То есть он какой пришел короткий, такой короткий и получен. А отсюда, с выхода смесителя, мы уже имеем этот вот голубой, обозначенный на диаграмме кабель. Это кабель данных. Здесь идет только цифровое значение этого сигнала в момент выборки. И подается на смеситель вот это вот оранжевый, это кабель строп импульса. Он не такой высокочастотный. Это кабель с длительностью для передачи длительности фронта порядка 2 наносекунд. 2 наносекунды. Так, похоже? Ну ладно. NS. 2. А здесь нам надо было 30 пикосекунд передать. То есть, соответственно, видим, что характеристика этого кабеля не столь важна, сколько вот этого высокочастотного. И что мы придумали? Мы можем этот кабель подать прямо к смесителю вот так. А высокочастотный кабель подать коротким. Высокочастотный сигнал вот этот мы подаем коротким кабельком. В чем проблема здесь? Проблема в том, что при вращении даже вот этого низкочастотного относительного кабеля, при вращении возникают проблемы. Мы крутим вокруг поворотки, он может зацепиться за низ поворотки, за какие-то выступающие части в стене, вот как мы имеем здесь. И вот это мы показываем сейчас в нашем кино. Одна проблема. Может зацепиться, может порваться. Другая проблема. При изменении положения этого кабеля, при его вращении, у нас возникают дополнительные фазовые искажения. То есть мы не можем измерить характеристику фазовой антенны, потому что мы видим и фазу самой антенны при вращении, как меняется. Например, мы хотим фазовый центр посмотреть. И изменение фазы за счет изменения геометрии этого кабеля. Пускай у нас вращается черный. Что мы можем сделать, чтобы этого не было? Возвращайся к схеме измерения и показываем. Значит, это мы можем все убрать. Наверное, я сейчас закрою и открою по-новому, тогда будет быстрее всего. Необратимому дефекту. Нет, так не хочет. Ну хорошо. Вот, мы на этот вход подключаем тогда просто за Not change, don't save. Вот. Без сохранения закроем и откроем и увидим, что у нас не сохранилось никаких. Вращающие соединения без движения Тик, потеряли этого кабеля. То документы. есть этот кабель уже не вращается. Вот, значит, кабель. тут слушайте мои очень тихие комментарии о том, что теперь у нас вращается только кабель данных, а сам кабель для подачи строба мы пропустили через тракт, который раньше использовали для подачи сигнала. Еще раз возвращаясь к схеме измерения на 40 ГГц. Мы подняли смеситель. Мы подсоединили смеситель коротким кабелем. У нас полоса широкая. Мы решили проблему широкополосности, но у нас не решена проблема задержки фазы. Как решить проблему вращения вот этого кабеля подачи строба? Для этого мы используем тот синий кабель, который у нас тут проложен. Сейчас мы попробуем изобразить его.
Вот точка появилась. То есть у нас внутри пилона проложен наш кабель синий, который мы раньше использовали для антенны, да? Вот сюда подключали. Сейчас мы не будем подключать его к антенне. Мы его подключаем вместо вот этого оранжевого сюда, на вход смесителя. То есть мы строп подаем. Этот кабель мы отсюда отключаем и подаем через синий кабель, через наш вот этот. Подаем на вращающее соединение и из него на выход из осциллографа. То есть из осциллографа у нас выход запуска строп-импульса проходит через вращающее соединение и подходит на вход смесителя. Таким образом, у нас нет вот этого кабеля. У нас есть вот этот новый кабель, который не вращается, потому что вращается только само вращающее соединение. Тут все стационарно. И это соединение у нас стационарно. Что можем показать в кино. То есть у нас теперь вращается только один эзернетный вот этот кабель, через Вот так. Вращаться будет который только один считываются данные из кабель смесителя. данных. А тот кабель, который раньше вращался, теперь он будет Ну, что нам подключаться осталось? Мы снизу через подключили вращающиеся кабель соединения дома. Вот и это проложен в мы пилоне. Вот подключаем. что сейчас и продемонстрируем. То есть этот лайфхак, или по-русски хитрость, позволяет решить две проблемы. Одна проблема это подачи широкополосности. Мы не теряем дополнительного затухания, не возникает на 40 ГГц за счет того, что у нас короткий кабель. И другая проблема решена, что у нас не вращается кабель подачи стропа. То есть у нас фаза стабильное измерение, Вот. Это вращается, остальное все стабильно. вращение